Здравствуйте, уважаемые зрители, я юрист Валерий Табаков. Сегодня я хочу разобрать свежую новость из мира геополитики и технологий. Новость касается введения санкций США против бывшего еврокомиссара Тьерри Бреттона и 4 других лиц, обвиняемых в попытках принуждения к цензуре. Мой анализ основан на официальных заявлениях Госдепа США от 23 декабря 2025 года, а также на доступных фактах и юридических нормах. Я буду объективным, буду опираться на нормы права, буду объяснять, почему это событие может иметь далеко идущие последствия. Итак, фактическая основа происшедшего. Согласно заявлению заместителя госсекретаря США Сары Роджерс, санкции введены в рамках борьбы с глобальным цензурно-промышленным комплексом. Фигурантами списка стали Тьерри Бреттон, бывший еврокомиссар по внутреннему рынку и цифровым услугам ЕС. США обвиняют его в том, что он был архитектором закона о цифровых услугах DCA. И в августе 2024 года направил письмо Илону Маску с угрозами накануне интервью с президентом США. В письме Бреттон напоминал о юридических обязательствах платформы X, это бывший Twitter, и ссылался на расследование по незаконному контенту и дезинформации. Следующий фигурант списка Имран Ахмед, глава Center for Countering Digital Hate, CCDH. По версии США, его организация сотрудничала с администрацией Байдена для давления на платформы, подготовила доклад «Дюжина дезинформации» с призывами к блокировке антиваксеров, включая министра здравоохранения. Утечки документов якобы показывают цель – убить Твиттер Маска и спровоцировать регуляции в ЕС и Великобритании. Третий фигурант Клэр Мелфорд, глава Global Disinformation Index, GDI. Обвинение: использование средств американских налогоплательщиков для черных списков СМИ, пометки контента как язык ненависти или дезинформация для поощрения цензуры. Еще один фигурант списка – Анна Лен фон Ходенберг, основательница Hate Aid, Германия, как доверенный сигнализатор по DSA. Она якобы добивается доступа к данным соцсетей для усиления цензуры, ссылаясь на угрозы от правых сил. И, наконец, Жозефина Баллон, сопредседатель Hate Aid и член консультативного совета немецкого координатора цифровых услуг. В интервью в феврале 2025 года она заявила, что свобода слова нуждается в границах, и обещала регулировать платформы для снижения эмоциональности дебатов. Всем фигурантам списка запрещен въезд в США на основании визовых ограничений. Это не финансовые санкции, как OFAC, а именно визовые, подчеркивающие иностранную политику США. С точки зрения международного права, основаниями для санкций в законодательстве США являются меры, основанные на разделе
212 A3C иммиграционного и натурализационного акта INA США, который позволяет госсекретарю отказывать в визах лицам, чьи действия могут иметь серьезные негативные последствия для внешней политики США. Это широкая норма, часто используемая для мягких санкций, без необходимости доказательств в суде. В контексте цензуры США ссылаются на первую поправку в Конституцию, защищающую свободу слова. Обвинение в принуждении к цензуре трактуется как угроза американским ценностям. Однако юридически это субъективно. Нет международного определения цензуры, и действия Бреттона были в рамках ЕС законов DSA, направленных на борьбу с дезинформацией, а не на подавление свободы слова. Для сравнения, аналогично санкциям по акту Магнитского за нарушение прав человека, акцент на цифровые права. Но новаторский подход администрации Трампа, учитывая дату 2025 года, расширяющий санкции на идеологические угрозы, просматривается. Соответствуют ли эти санкции международному праву? Вопрос суверенитета и невмешательства. По уставу ООН, статья 2.7, государства не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Санкции против еврокомиссара Бреттона и европейских НПО можно расценить как вмешательство в дела ЕС. ЕС может ответить симметрично, например, через свои санкционные механизмы, как в случае с российскими санкциями. По поводу свободы слова по международным стандартам нужно заметить, что Всеобщая декларация прав человека, статья 19, и Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 19, защищают свободу выражения, но допускают ограничения для общественного порядка или защиты прав других. ЕС DSA обосновывает регуляции борьбой с дезинформацией, например, во время выборов или пандемий, что соответствует Европейской конвенции о правах человека, статья 10. США, напротив, имеют более абсолютный подход к свободе слова, без границ, как отметила Балан. Это конфликт ценностей, американский абсолютизм против европейского баланса. И относительно экстерриториальности санкции США часто применяются экстерриториально, например, против Ирана или России, но здесь они касаются европейцев за действия в ЕС. Это может нарушить нормы ВТО о недискриминации в торговле или соглашение о цифровой торговле, если затронуты компании вроде X. В контексте европейского аспекта и DSA, закон о цифровых услугах DSA ЕС, принятый в 2022 году, требует от платформы, таких как X, удаления незаконного контента, включая дезинформацию. Бреттон действовал как исполнитель, а не архитектор цензуры. Его письмо Маску – это напоминание об ответственности, а не угроза. Если США обвиняют в принуждении, то это игнорирует суверенитет ЕС в регулировании цифрового пространства. Организации вроде CCDH, GDI и Hate Aid – это НПО,
финансируемые частично из США, как указано, но их роль в доверенных сигнализаторах по DSA легальна. Санкции против них поднимают вопрос о свободе ассоциаций в соответствии с ЕКПЧ статья 11. Каковы последствия и риски такого решения? Для США это может усилить напряженность с ЕС, привести к ответным мерам, например, штрафам для американских техгигантов или жалобам в ВТО. Внутри США поддержка от сторонников свободы слова, таких как Маск, усилится, но критика также последует за политизацию санкций. Для ЕС последствия. Укрепление нарратива о американском вмешательстве. Возможны судебные иски в ЕСПЧ или национальные суды, например, в Германии для Hate Aid. Глобальные последствия – это сигнал о холодной войне в цифровом пространстве. Для России, где есть свои законы о фейковых новостях, это пример, как США используют санкции для продвижения своей модели свободы слова. Но по иронии США обвиняют других в цензуре, сами вводя ограничения на въезд. Каковы юридические перспективы? Фигуранты могут оспорить санкции в американских судах, хотя шансы малы, таких как в делах по OFAC или через международные инстанции. Если доказательства в соответствии с утечками CCDH слабы, это может быть признано произволом, даже в американских судах. Друзья, это случай, который является ярким примером столкновения моделей регулирования интернета. Американской, свобода превыше всего, и европейской, баланс с общественной безопасностью. Санкции США юридически обоснованы по их внутреннему праву, но спорны в соответствии с международным и рискуют эскалацией. Как юрист я рекомендую наблюдать за реакцией ЕС. Возможно, это начало новой эры цифровых санкций. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Будут другие юридические разборы интересных новостей. С вами был юрист Валерий Табаков.